счастья, счастья и счастливой следующей недели с 15 по 21 ноября. И мы сейчас с вами подробно все рассмотрим о предстоящей неделе. Конечно, важное событие, главное событие на следующей неделе – это открывается коридор затмений. То есть 19 числа будет полнолуние в знаке зодиака Телец. И об этом полнолунии сделаю отдельное видео, и мы будем говорить только про полнолуние. О чем оно, как его применять, как оно может проиграться на практике. То есть как его можно применить в своей жизни, как им пользоваться, как его принять в свою жизнь и распределить энергию, которая будет от этого коридора, начинается от этого коридора затмений. Ну так что, смотрим, где находится Солнце. Солнце – это кто я. Солнце. Где находится Солнце в течение этой недели? Конечно же, оно еще до сих пор находится в Скорпионе. До 23 числа. С 23 числа Солнце перейдет к Стрельцам. Что делает солнышко на протяжении всей этой недели, находясь в Скорпионе? И смотрите, как себя будет вести Солнце. В самом начале недели Солнце сделает квадратуру, то есть конфликт сделает к Юпитеру. А Юпитер у нас стоит в Водолее. Юпитер – это такое же Солнце, это такой же огонь. Но Солнце, которое находится в Скорпионе, создает конфликтность к Юпитеру, который находится в Водолее. О чем эта конфликтность? Ни о чем. Это как будто ты хочешь только как-то запустить, но осознанно думаешь, а зачем оно мне это надо? Может быть, я как-то отложу этот разговор, а как-то переложу эту тему, а как-то уйду от этого ненужного конфликта. Вот вроде создается конфликт, но само по себе Солнце, оно находится в Скорпионе. Солнце здесь осознанное. И Юпитер, который находится в Водолее. Юпитер, находясь в Водолее, он настолько неконфликтный, его не ухватишь, его невозможно схватить. И давай будем с тобой разбираться сейчас, тем более с Юпитером. Поэтому да, вроде бы конфликтная ситуация, вроде бы квадратура выстраивается, но вы даже будете за собой замечать, вот как будто кто-то, даже если кто-то вызывает вот как на конфликт, а такой вялый он, а не хочется его проявлять. Вот так себя будет вести Солнце. Следующее, что еще будет делать Солнце на следующий же день, это же солнышко, которое находится в Скорпионе, уже сделает здесь секстиль. И к кому делает секстиль? Делает секстиль к Плутону. Плутон стоит в Козерогах. И Плутон тоже принадлежит Скорпионам. Но здесь очень гармоничный аспект. Что мы можем на этом аспекте почувствовать? Да, вот от того, что ты не пошел ни на какой конфликт, что ты ни с кем не связался, что ты никакой агрессию не завязался, ни на что не подцепил на себя никакие ненужные энергии, вот от этого ты начинаешь получать от самого Плутона, который будет делать секстиль к Солнцу, или Солнце секстиль к Плутону. Ты делаешь ты начинаешь получать вот то, что ты избежал накануне. Вот посмотрите, как все взаимосвязано, как по звездам можно очень хорошо ориентироваться на своей личной практике. Что ты здесь можешь получить? Это будет 16 числа. Что ты здесь можешь от этого секстиля получить? Во-первых, то, что ты не вступил ни в какие ненужные конфликтные ситуации, ты, может быть, даже выиграл даже какой-то процесс. Ты, может быть, выиграл какой-то бонус себе. Это и финансовые могут быть разбирательства. Это даже вот между людьми вы имеете какое-то там, взаимоотношения финансовые, например, имеете взаимоотношения. И вы никак с этим человеком не могли договориться. Но если вы обошли вот эту вот какую-то конфликтную ситуацию, вполне может быть, что человек сам вам позвонит и скажет: да, ты знаешь,
это твоя доля, я с тобой рассчитаюсь, и мы с тобой будем, этот конфликт будет исчерпан. То есть вы получите бонус только от того, что вы себя просто психологически правильно себя повели. То есть вы не вступили вот на этот Солнце и Юпитер, вот на этот конфликт. Юпитер вместе с Плутоном принесет очень хорошие бонусы. Это и в личных отношениях, потому что Плутон это очень и личные отношения. То есть тоже можете именно получить очень хороший результат от самого Плутона в личных отношениях. Так, кто-то, может быть, вам позвонит, ваш знакомый, те, с кем вы в каких-то личных близких отношениях были. И действительно, как-то выйдет разговор совсем на другую тему, и вам будет приятна эта беседа, и вы решите многие вопросы, которые у вас зависли. То есть абсолютно день за днем, вот так вот, один день ты себя вот так вот проигралось, твое Солнце с Юпитером, и на следующий день ты получаешь вот такой прекрасный, потрясающий результат, только чтобы вот, не знаете, не зацепиться, не попасть на эту энергию, которая вот она как будто бы вызывает тебя. Но вяло вызывает. Все-таки вяло текущий такой вызов к тебе. Следующее, что мы смотрим, что еще будет делать у нас дальше. Ну, дальше солнышко так и будет находиться, и только 23 числа оно перейдет чудесно, прекрасно, в замечательных, в роскошных стрельцов, куда чуть ли не домой к себе пойдет, потому что пойдет туда, где управляет Юпитер, то есть в огненную тоже стихию, и само Солнце по себе, вот этот твое я совсем по-другому себя будет чувствовать. 17 числа смотрим Марс. Марс где находится? Также находится в Скорпионе. Марс сделает оппозицию с Ураном. Оппозиция – это когда две планеты немножко темно в кадре. Когда две планеты между собой, каждый на себя тянет ситуацию. Вот они прям тянут на себя. Ну вот никак. Это оппозиция. Так вот, смотрите. Что делает Марс? Марс осознанный, Марс активный, Марс, ну, так скажем, в стойке. Только чуть-чуть поднеси, и он себя определенным образом выразит, Марс. Делает оппозицию к Урану. Уран стоит в Тельце. А у нас в Тельце приближается полнолуние, которая открывает коридор затмений. И смотрите, подходит вот это вот все как это ось Скорпион, Телец, это и полнолуние, которое здесь. Поэтому, конечно, очень и очень этот период аккуратно, неожиданно вылезет какая-то ситуация, причем вылезет активно, вылезет, может быть, даже агрессивно какая-то ситуация. Это может быть состояние здоровья. Вдруг резко ухудшилось твое состояние здоровья. Вы можете это почувствовать. Поэтому, конечно, прислушивайтесь к себе, присматривайтесь к себе. Не подставляйте себя под какие-то ситуации, которые экстренные. Если вы где-то находитесь на дороге, старайтесь уступить эту дорогу. Если кто-то хочет вперед, пусть едет вперед. То есть не попадайтесь вот на эти молнии, которые будут в этот день вот так вот напряженно себя вести. Вот такая энергия, которая прям тебя... Но понимая этот процесс, ты им абсолютно руководишь. Я вам всегда говорила, что руководим астрологией мы сами. Не астрология, просто чуть-чуть понимая, чуть-чуть зная, знания свои применяя. Так вот, если где-то если чувствуете, где-то начинается такая ситуация, что ну вот сейчас вот какая-то конфликтность будет или сейчас что-то будет, либо лучше обойти эту ситуацию. Не собираться на каких-то больших таких сборищах, где может произойти что-то такое, потому что оно витает в воздухе. Ну это и Марс, который дает, он очень сильный Марс. Он находится у себя дома в Скорпионе. И он очень взрослый, осознанный. Марс, тут если уже вспыхнет Марс, так он вспыхнет. И эта вспышка будет надолго. Потом с ней разбирайся. Это не Марс, который себя ведет в
в Овне. Он вспыхнул, что-то прошло и как-то тут же угасло. То есть он молодой там, такой горячий, но очень быстро отходчивый. В Скорпионе Марс совершенно другой. С этой ситуацией потом ты попробуй разберись. То есть неожиданно, у вас неожиданно может быть возникнуть, вот вы что-то как-то дома, даже это в своей семье, как-то в доме что-то, какой-то раздражитель появился. Вот просто управляйте этим процессом, не поддавайтесь этим процессам. Оно витает, причем пройдет этот аспект, а потом с ним разбирайся. Еще попробуй дать всему этому ума и сколько времени на это понадобится. Так что это вот будет 17-го. Что будет 18-го? Что делает Меркурий, который тоже находится в Скорпионе? Чувствуете, какая, ну так скажем, ответственная неделя. Тоже Меркурий находится в Скорпионе. И Меркурий в Скорпионе, вы знаете, слово, оно может быть, которое тебя вылечит, вытянет, наверх поднимет, и слово, которое тебя опустит вниз. Поэтому слово Меркурий находится. Но прекрасно сделает трин к Нептуну. Нептун находится в рыбках. Здесь великолепный аспект. И Меркурий здесь не уйдет в облака и не наденет розовые очки, какую-то что-то где-то витает, опустился, оказывается, все не так. Нет. Здесь Меркурий очень осознанный. То есть, да, действительно захочется как-то эмоции свои выразить, захочется слова какие-то приятные сказать, романтику внести в отношения, захочется какой-то сентиментальности, может быть, немножко кому-то расслабиться, какие-то медитации послушать, свечи зажечь, музыка. То есть можно выразить здесь великолепно свои эмоции. Неделя вообще, вот потрясающая неделя. Вот если понимать эти все аспекты, как ты настолько гармонично можешь выстроить эту неделю, несмотря на то, что в ней все есть. Но ты настолько можешь красиво вот эту неделю прожить с удовольствием, причем решая все дела. Это все в жизни присутствует, но ты получаешь от этого просто удовольствие от этой недели можешь получить. Дальше что мы делаем, что смотрим? Ну вот 19-го. Смотрите, как 19-го что выстраивается. Венера. Само полнолуние, которое будет и открывает коридор затмений, оно где? В Тельце. Тельцами управляет Венера. И в Тельцах уже много времени, и еще будет стоять Уран. Смотрите, как выстраивается все. Венера, которая сейчас находится в Козероге. В Козероге. Что она делает? Она делает чудесный трин. Куда? К Урану. К себе домой, там, где Уран стоит у Тельцов. То есть Венера к себе туда делает великолепный трин аспект. И в этот же день полнолуние, о котором буду говорить подробно. Очень красивое полнолуние, полнолуние, которое, может какие-то ваши моменты жизненные перевести абсолютно на другой уровень. Там, где происходит полнолуние в Тельце, там управляет Венера. Венера – это финансы, и это красота, это удовольствие, это наслаждение. Но это я сделаю отдельно видео. Итак, смотрите, в этот же день, 19 числа, Венера, осознанная, серьезная в Козероге. Осознанная, серьезная, трудолюбивая, ответственная, надежная, делает трин к Урану. Уран стоит в Тельцах. Великолепный, чудесный аспект. Можно из него все, что угодно получить. И финансовые сделки, и финансовые какие-то операции сделать, и сделать хорошую можно продажу, и сделать покупку, вложить куда-то хорошие деньги. То есть очень хороший оборот здесь может быть. Продуманный, четкий, спокойный. Это трин, это гармоничный аспект. Причем неожиданный. Неожиданно можете получить предложение куда-то на новую работу, повышение в работе. Неожиданно можете получить бонусы, премии, выплаты. Неожиданно можете получить признание в любви. Неожиданно куда-то у вас появляются билеты, куда-то пойдете, может быть, на выставку, в театр, если у кого есть возможность, может быть, даже путешествие маленькое какое-то. То есть вот такой вот великолепный делает Венера трин. Но и будет это
полнолуние, о котором мы будем говорить позже. Следующее, 20 числа, это G Меркурий, который находится в Скорпионе, сделает квадратуру к Юпитеру, который находится в Водолее. Опять и снова, ну какой конфликт с Водолеем? Ну о чем конфликтовать с Юпитером, который находится в Водолее? Но слово сильное, слово находится, то есть Меркурий находится в Скорпионе. Поэтому здесь очень четко можно его применить на себя. Для себя сказать, у меня получится, я сделаю. То есть вот эту квадратуру, в этой квадратуре придать не конфликтность, а придать силу. Ты этой конфликтностью, как будто бы, которая выстраивается, но все-таки это с Юпитером. Ты можешь придать силу своему слову, ты можешь что-то самому себе пообещать. Ты можешь пообещать себе избавиться от какой-то зависимости, ты можешь пообещать себе бросить курить, ты можешь пообещать себе довести какое-то дело до конца, может быть, какой-то проект до конца, ты можешь пообещать себе справиться с, может быть, какие-то спортивные занятия, может быть, какие-то диеты, которые ты... Вот это слово, эту конфликтность сделай себе в плюс. Это только выстраивается конфликтность, но ты ею руководишь. Тем более делает Меркурий, который имеет очень сильное слово в Скорпионе. Это слово примени для себя. И что, и 21 числа опять Меркурий, который в Скорпионе. Ну, а тут Меркурий, конечно. Вот, да, очень логично выстраивается неделя. Конечно, вот понимая, даже вот чуть-чуть понимая все эти аспекты, можно этой неделей получить огромное от нее наслаждение и удовольствие. Это такой же кусочек жизни. Это не понедельник, вторник, среда. Это не 15, 17, 19. Это жизнь. Это каждого из вас кусочек жизни. Вот просто осознанно поруководить самому. И смотрите, делает Меркурий, сделает роскошный секстиль к Плутону. Да. И опять-таки, вот как в начале недели, если ты не сделал этот конфликт, который солнышко выстраивает с Юпитером, если ты это делаешь, акцент не на это, а поворачиваешь эту квадратуру на себя, ты получаешь тут же на следующий день, солнышко сделает, смотрите, как выстроились планеты. Тут же на следующий день 15-го Солнце конфликтует с Юпитером, а 16-го Солнце делает роскошный секстиль к Плутону. Смотрите, 20-го Меркурий конфликтует, который тоже в Скорпионе, как и Солнце, конфликтует с Юпитером, а уже 21-го этот же Меркурий опять секстиль к Плутону. Точно так вот начало недели и конец недели выстраивается абсолютно одинаково. Вот понимая этот процесс, абсолютно все, любую квадратуру можно повернуть только себе на плюс. Не использовать ее как конфликтность, которая предназначена, вот она назревающая конфликтность. Можно ее, понимая этот процесс, использовать в свою пользу. И только тогда ты получишь результат. Смотрите, на следующий же день этот же Меркурий 21 числа сделает секстиль с Плутоном. Можешь услышать все, что ты себе запланировал, что ты себе предполагал. Ты можешь получить результат, только уже получить результат. Это в речи, это в бумаге. Ты получить бумаги какие-то очень важные для себя можешь. Ты отправить какие-то, ты будешь готов отправить, ты будешь готов к какому-то диалогу, к какому-то разговору. Ты получишь информацию очень нужную. И ты будешь себе понимать, как правильно я поступил, что я вчера никуда не ввязался, не сделал никакую вот эту вот квадратуру не использовал. А я сегодня получил бумагу. Оказывается, у меня-то все в порядке. То есть ты получил бумагу, а накануне ты не знал результат своего анализа, ты не знал, как у тебя, ты был расстроен, у тебя были какие-то свои огорчения, а на следующий день ты получил. То есть ты все это зря использовал этот свой день, ты его настолько непродуктивно, только понимая, что вот эта квадратура есть. Так что, ну вот такая неделя, вот мы по всей неделе прошлись, конечно, полнолуние сделаю вам отдельно
неделя. Эти все знания, вот ты послушал эти все знания, примени на своей практике, примени на своей жизни. Потому что ты хозяин своей жизни. Не астрология, не сосед, не работодатель, не мама, не папа, не муж, не... Ты хозяин своей жизни. И ты можешь выстраивать просто немножко осознанно, понимая все эти процессы. Вот такая прекрасная, чудесная неделя, с которой можно просто поиграть, играючи с ней, пройтись квадратуры, превратить в плюс. И это все в нашей голове, в наших руках. Мы можем это сделать, потому что мы управляем своей головой, мы управляем своей жизнью, а никто другой. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас уважаю. Прекрасные, шикарные, роскошные пишите комментарии. Это говорит о том, что вы на очень хорошем уровне. Многие тянутся к этому уровню. Многие хотят это, именно наслаждаться, получать наслаждение. Вот знание этой астрологии, наслаждение получать, не страх. Страх – это самая тяжелая удавка. Ты от любых знаний ты должен получить наслаждение. То есть ты понимаешь эту обстановку. Так же, как от астрологии, ты должен получать удовольствие от этих знаний, что ты их можешь к себе применить. Ну что, уважаю вас. Спасибо за комментарии, спасибо за просмотры, спасибо за подписку, спасибо за поддержку канала. Бесконечно вас всех уважаю. Счастья, счастья. Счастливой недели, вот в этой форме. Вот все, вот эту обложить свою жизнь, вот в эту форму счастья. Обнимаю вас.